Всем здравствуйте! Добро пожаловать на мой канал, канал Nordic Balance. Меня зовут Виктория Андерсон, я диетолог и нутрициолог. Также я еще психолог и хороший человек. Сегодня я хочу с вами поговорить об одной очень и очень важной теме. Вчера у меня была презентация моей программы, и после презентации, как обычно, задается масса различных вопросов, и самый главный вопрос дня был таков: как есть, когда есть, сколько есть и когда нужно остановиться. Вот почему мы переедаем. И один из мужчин, такой большой, встал и говорит: да, вот раньше мы ели 3 раза в день, а теперь мы едим 1 раз в день. Но это получается с утра и до самого вечера без остановки. И в этом есть доля правды. Давайте вернемся в наше прошлое. Когда мы маленькие, грудные детки, нас мамочка кормит, и заметьте, эти грудные дети никогда в жизни не переедают. То есть если ребенок уже наелся, он всегда отодвинет мамину грудь или же как-то будет отворачивать голову. Вы его никогда не сможете перекормить. Почему же тогда, когда мы вырастаем, с нами такое происходит? Ребенок начинает ходить в садик, там тоже ему говорят: ты должен кушать сейчас суп, и суп с хлебом, все кушают, и ты будешь. Хорошо. Тут начинаем мы в семьях своих также ребенка кормить. Съешь эту кашу. Если ты не съешь эту кашу, ты не выйдешь из-за стола, пока не съешь эту кашу. Если не съешь эту кашу, то ты не получишь сладкое. Ребенок сидит, мучается, переедает, потом все-таки доел он эту кашу, и как же теперь столько страдал, теперь что, я не доем свою булку или сладенькое, или конфету какую-то, он ест и это. И таким образом наш желудок уже с детства начинает постепенно растягиваться. И мы с годами теряем вот этот самый рефлекс насыщения. По сути, если так брать по правилам, да, мы должны ощущать чувство вот этого насыщения через 12 минут. Это связано с тем, что пища перерабатывается в нашем желудке в 3 отсеках, скажем так, технически, да, и в каждом отделении наша пища должна находиться где-то, перевариваясь, по 4 минуты. То есть 12 минут, и казалось бы, ура, я наелся. На самом деле мы сидим, у нас это чувство притуплено или полностью утеряно. Да? У людей, у которых есть лишний вес, этого чувства, как правило, нет. Они не ощущают: вот я наелся, нет, они будут кушать до того момента, пока им станет тяжело дышать, даже вот такое вот, или чувство сытости будет настолько тяжелым, что человек встает, и ему уже нехорошо. Теперь давайте вернемся к нашим поговоркам и пословицам. Вспомните: завтрак съешь сам, обедом поделись с другом, а ужин отдай врагу. Почему я должна отдавать свой ужин? Во-первых, у меня и врагов-то нет, да? Но нас так воспитывали. Или еще лучше: встань из-за стола полуголодным или с чувством легкого голода. Нет, дорогие мои, я вас хочу сейчас всех разочаровать. Вы должны выходить из-за стола с чувством сытости, иначе вы будете открывать холодильник или же какие-то другие шкафчики, искать что-нибудь вкусненькое, чтобы достичь вот этого самого чувства насыщения. Вот я наелся. Я вас призываю к тому, чтобы вы садились кушать не совсем голодными. Это очень интересно звучит и, может быть, абсурдно, но это правда. Именно поэтому я вас всех учу кушать 3 раза в день: завтрак, обед, ужин, и обязательно иметь 2-3 перекуса. За это время вы не будете столь голодны, ваша порция, соответственно, будет меньше, и вы не переедите. Ура! А если вы, как я уже сказала, сядете очень голодными, то вы и порцию вашу увеличите, и переедите, и потом будете ходить и страдать: как же так, зачем я вообще столько съела, зачем я переела, да лучше бы я не ела. Нет, 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 спокойно, равномерно, чтобы у вас был обязательно режим питания. Смотрите мое видео про режим питания, чтобы вы спокойно садились, кушали, насыщались, не переедали,
и стройнели. Вы увидите результаты постепенно, не сразу, конечно же, но постепенно вы заметите, что ваши объемы начнут уходить, ваши граммы начнут снижаться, и вы будете терять потихонечку какие-то свои лишние килограммы. Вот такой вот небольшой еще один секретик от меня. Спасибо, что вы со мной сегодня были. Будьте здоровы, счастливы, любимы, стройны, красивы. И спасибо за ваши комментарии, спасибо за ваши лайки, подписки. И до новых встреч! С вами была любящая вас Виктория. Пока!